Здоровые, теплые, питающие отношения построены на любви, поддержке, заботе и эмоциональной близости. В таких отношениях мы становимся счастливее, здоровее и богаче. Они наполняют нас энергией, мотивацией, поддерживают нашу самооценку и эмоциональную устойчивость. Здоровые, питающие отношения построены на открытом диалоге, на искренности и на уважении личных границ. В таких отношениях хорошо, спокойно и безопасно. Соответственно, токсичные, созависимые и деструктивные отношения построены на манипуляциях, зависимости и психологическом насилии. В таких отношениях эмоционально тяжело. Падает самооценка, разрушается здоровье, нет силы мотивации, проседают другие сферы жизни. Здесь нет открытого диалога, эмоциональной близости. Здесь нарушаются личные границы, подавляются эмоции, причиняется боль и страдания. Большинство манипуляций в отношениях так или иначе связаны с созданием стыда, вины, с перекладыванием ответственности, созданием тревоги, с созданием зависимости и сведением с ума. Это воздействие на эмоциональные триггеры, на страхи, на боли, на травмы, на слабости, на неврозы, на родительские программы, на импринты и так далее с целью понижения самооценки, разрушения психологических опор и социальных связей для того, чтобы заставить тебя что-то делать. То есть ты должен быть в стыде, в вине, в долгу, в тревоге, в зависимости, в одиночестве и недееспособен для того, чтобы тебя можно было удобно использовать в своих интересах. Сразу проговорим, что манипулируют все. И мальчики, и девочки, и неосознанно, и осознанно, и от любви, и со зла, и просто так, и по работе. Вопрос в том, что систематическое использование таких приемов наносит серьезный вред психике и разрушает ваши отношения. Даже если у вас есть уважительные причины. Как это происходит? Возможно, самый распространенный и грязный манипулятивный прием – это эмоциональные качели. Ближе, дальше, плюс, минус, горячо, холодно, радость, печаль, вверх, вниз, похвалил, обесценил, появился, исчез. То люблю тебя больше жизни и лучше тебя не бывает, то ненавижу тебя, всю жизнь мне испортил, мразь ты исчадие ада. Сначала ты идеальная, муза, нимфа, богиня, единственная на белом свете. Через секунду сразу: да ты тварь неблагодарная, да ты никто без меня, да я тебя на помойке нашел, да кому ты нужна, да такие как ты по 50 рублей ведро. Сначала идеализация, подстройка, вербовка. Когда клиент поплыл, раскрылся и максимально уязвим, происходит отстройка, обесценивание и удар. Здесь же классический цикл нарциссического абьюза. То есть сначала медовый месяц, лавбомбинг, идеализация, небо в алмазах. Как долго я тебя искал? Наконец-то я тебя нашел. Мы же созданы друг для друга. Я подарю тебе звезду. Далее обесценивание, унижение, насилие, поедание своей жертвы. Ты тварь, ты мразь, все из-за тебя. Ты никто, ничто и звать тебя никак. Сразу после этого. Третье. Извинения, подарки. Ой, прости, 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 я виноват, бес попутал. Просто у меня было тяжелое детство, скользкий подоконник, холодная мать, горячий отец и прочие причины. Далее искупление, прощение и снова медовый месяц. Снова ты идеальная, богиня, нимфа, королева, единственная и неповторимая. И так по кругу годами. Если человек в радости, опустить в печаль. Если человек в печали, а ты что такой грустный? Если человек спокоен, докопаться. Как ты себя ведешь? Почему ты так на нее посмотрел? А почему ты не подал мне руку? Почему ты меня не похвалил? Тебе что, совсем на меня плевать? Почему ты опять хочешь сделать мне больно? А я и не знала, что ты такой. Когда человек завелся: а что ты такой бешеный? А может еще ударишь меня? А я знала, что ты нарцисс и психопат. Лечиться тебе надо, говорила мне мама. Другой вариант. То вместе 24/7, то 2 недели не звонит, не пишет и не появляется. То планирование детей, брака и совместного будущего, то исчезает на несколько месяцев. А потом, например, появляется и, как ни в чем не бывало, со словами: «Как же я по тебе соскучился, как же мне тебя не хватало». То есть это всегда игра в противоход.
Такие качели сильно расшатывают даже здоровую устойчивую психику, лишают разума и заставляют сомневаться в собственном рассудке. Но не мог же он просто так, ни с того ни с сего взять и измениться. Наверное, это я что-то сделала не так. Наверное, я чего-то не понимаю. При этом, даже если вы сами прекрасно знаете, как это работает, это все равно сводит с ума, расщепляет психику, формирует зависимость и выученную беспомощность. При этом вы никогда не сможете поймать человека за руку и что-то доказать. Он всегда может сказать: ну просто настроение изменилось, ну эмоции у меня такие, почему ты опять меня критикуешь, почему ты опять пытаешься меня в чем-то обвинить, вечно ты раздуваешь из мухи слона. Насмотришься своих ютуберов, потом везде мерещатся газлайтеры и НЛПшники. Почему ты опять пытаешься сделать мне больно? Ой, да что с тобой разговаривать? Ой, все. И уход в любой другой прием. Следующий прием – это постепенное, незаметное нарушение границ под каким-то благородным, благовидным предлогом. Заставлять ждать, опаздывать сначала на 5 минут, на час, на день, забывать, нарушать договоренности, врать, пропадать. Ой, прости, я забыл. Просто прости, прости, прости. Меня на работе задержали. Я же деньги зарабатываю. Я же для тебя стараюсь. А пробки, ты видела, какие пробки? Да я же все магазины оббегал. Все пробки отстоял. И такая благодарность. И это после всего того, что я для тебя делаю. А я и не знал, что ты такая. И так далее. То есть ты еще и виновата. Или оскорблять, унижать и обесценивать другого человека под предлогом шутеечек и какого-то снисходительного отношения, а потом еще винить и стыдить за твою реакцию. Ну ты же у меня тупенькая, ну ты же у меня лохушка, ну ты же у меня дурачок, олененочек, балбесик. Ну что ты обижаешься? Я же любя. Ты чего злишься? Я же пошутил. Я же тебя люблю. А ты кричишь на меня, злишься и обижаешься. Что ты вообще реагируешь как психованная, на людей кидаешься и слова тебе не скажи? Может тебе к психологу сходить? Может тебе таблеточки попить? Может тебе скорую вызвать? Другой способ легализовать нарушение границ – это фраза из серии «это все для твоего же блага». Я же тебе только добра желаю. То есть ты не такой, каким ты должен быть. Ты должен измениться. Это для твоего же блага. Ты же дурнушка, никчемная и неудачница. Я ж тебе добра желаю, я же только хорошего для тебя хочу. Кто ж, кроме меня, тебе правду скажет? Ничего у тебя не получится. У тебя же нет ни мозгов, ни денег, ни вкуса. Я же тебе только добра желаю, я же забочусь о тебе, дурачок. И вообще, как ты с матерью разговариваешь? Я же тебя рожала, я лучше знаю. Это постепенное продавливание и разбирание личных границ. Это фиксация человека в подвешенном состоянии без возможности защититься. Это стыжение, обвинение и обесценивание другого человека при попытке защитить свои границы. Так работает психологический вампиризм, понижение самооценки и создание выученной беспомощности. То есть нарушать границы другого человека и не давать ему защищать свои личные границы. А пробитые и не восстановленные, не защищенные, не закрытые личные границы продолжают кровоточить. Следующая история – это фразочки из серии «Я не готов сейчас к серьезным отношениям. Все происходит слишком быстро. Мне нужно время. Мне нужно подумать. Мне нужно разобраться в себе. Дело не в тебе. Дело во мне. Ты хорошая». Или «Ты слишком хорошая для меня. Я тебя недостоин. Ты достойна лучшего». И прочие стандартные фразочки, которые работают как холодный душ. Особенно жестко это работает либо сразу после, либо во время медового месяца или совместных планов. Этот шаг назад подсекает жертву, выбивает почву из-под ног, разрушает самооценку, создает психологическую зависимость и беспомощность. Это один из вариантов создания так называемого королевского слияния. Это слияние в одну сторону. То есть, когда ты от меня зависишь, а я могу делать все, что хочу. Ты пока повиси на крючке, помаринуйся, подумай о своем поведении, покорми мое самомнение, а я пока буду заниматься своими делами. А я вернусь, когда захочу, и возьму все, что мне нужно. И к этому времени твоя самооценка будет где-то в районе плинтуса. Такая же игра, только в обратную сторону. Мне нужны только серьезные отношения. А докажи, что у тебя серьезные намерения.
Я себя не на помойке нашла, и вообще я не такая. То есть это подсекание и подвешивание в обратную сторону. Это также создание королевского слияния, где я могу делать все, что я захочу, а ты должен доказывать мне серьезность своих намерений столько, сколько мне будет нужно. Или вообще всегда. Докажи, что ты достаточно хорош для меня. Докажи, что ты достоин. Любишь? Купи, ухаживай, жди, обслуживай, обеспечивай, балуй. А я пока буду думать и выбирать. Не покупаешь, не обслуживаешь, значит, ты меня не любишь. А я-то думала, ты меня действительно любишь. А я-то думала, ты не такой, как все. А я-то думала, ты особенный. Говорила мне мама, всем вам одно нужно. И так далее. Другой вариант создания королевского слияния и проламывания личных границ – это фраза из серии «Я такой, какой я есть. Принимай меня таким, какой я есть». Этими фразами можно объяснить любое свое поведение. Наглость, хамство, обесценивание, нарушение личных границ и даже насилие. Просто принимай меня таким, какой я есть. Или ешь, что дают, или уходи. Ах, ты уходишь? Бросаешь меня в самый тяжелый момент? А я-то думал, между нами любовь. Я-то думал, ты любишь меня по-настоящему. Я-то думал, ты не такая, как все. Опять привел из садика чужого ребенка? Я такой, какой я есть, не смей меня винить. Опять вынес из квартиры телевизор? Принимай меня таким, какой я есть. А иначе ты эгоистка и думаешь только о себе. Как можно быть такой меркантильной? Взял микрокредит на премтанке? Таким меня создала природа. Таков путь. У самурая нет цели, есть только путь. Путь к 10-му уровню. Естественно, особенно сильно на такие манипуляции ведутся люди с уже заниженной самооценкой, с уже порушенными внутренними психологическими опорами. Люди одинокие, недолюбленные, недогретые, травмированные. И те, кому уже до этого, например, в детстве применяли подобные манипулятивные приемы. Независимый взрослый человек со здоровой самооценкой, личными границами и внутренними опорами вряд ли будет долго терпеть в свой адрес хамство, обвинение, критику и обесценивание. И сам вряд ли будет заниматься подобными вещами. Однако при систематическом использовании данные приемы могут расшатать даже сильную, витальную и устойчивую личность. У всех можно найти свои слабости, неврозы и переносы. Поэтому, если вы сами занимаетесь подобными вещами, задайте себе вопрос, а какие отношения вам нужны? И с каким человеком вы хотите быть вместе? Зачем вам нужны эти приемы и кого вы хотите найти таким способом? А если к вам применяют подобные приемы, подумайте, а как вы оказались в этих отношениях? Что важного и ценного вы в них получаете? И почему вы в них остаетесь? Существует еще масса грязных и токсичных приемов, которые отравляют ваши отношения и разрушают психику. Среди них и эмоциональное заражение, и когнитивные удары, и шизофреногенные паттерны, боевые фокусы языка и много-много чего другого. Важно о них знать и уметь от них защищаться.